Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам два биглипа и две детки на старых цветоносах. Как по-разному чувствуют себя эти два биглипа. Один биглип — легенда, и второй биглип — Tinkerbell Kiss. В чем же разница? Давайте начнем с биглипа легенда. Я его получила в прошлом году по почте, и состояние этой орхидеи было отвратительное. Листья при распаковке посылки были с черными мокрыми пятнами. Пришлось половину из них отрезать, но орхидея цвела. Цветение, конечно, сказочное. Даже доращивала бутончики. Но так как биглип потерял почти все корни, да и при распаковке их было не очень много, орхидея начала растить корни от шеи. Кстати, на распаковку посылки я вам оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана, и вы сможете посмотреть, в каком состоянии была получена эта орхидея. Но корни начали расти, и я сделала пересадку. Корней было немного при пересадке. Орхидея на старом цветоносе, который я не стала полностью отрезать, выпустила детку. Но корней-то мало, и она все равно, выпуская новые листья и выращивая детку, питается старыми листиками. Они немного теряют тургор, но все равно орхидея живет так, как ей нравится. Корни старается почему-то выпустить вот вверх. Есть небольшое количество корней в горшке. И вот эти корни, которые вверху, так как я понимаю, в горшке корней очень мало, я опрыскиваю. Желательно это делать в момент полива. Как дополнение к поливу, тоже дать им возможность напитаться водой. Не отсаживаю детку. Да, у нее 3 корешочка, но она еще такая крохотная, что посадить ее и дать ей самостоятельную жизнь, пока не хочу. Потому что такая детка будет расти крайне долго. Пусть будет на материнском растении, внимательно за этой орхидеей наблюдаю, ничего не предпринимая. Корни у детки я не опрыскиваю. Только материнское растение поливаю и удобряю. И вторая орхидея. Посмотрите, сказать, что великолепное состояние. Я не знаю, я очень редко говорю, что у орхидеи великолепное состояние, шикарные корни и все прочее. Но состояние неплохое. Посмотрите, какие корни она растит от шеи. Они уходят глубоко в горшок, их даже там не видно. И вот один корень я вам хотела показать. Сначала рос один корень, потом, как Змей Горыныч, он решил вырастить 2 головы от этого корня. Вот так. И вот здесь еще есть корни растущие. Прекрасно. При этом орхидея не только растит детку на старом цветоносе. Посмотрите, какие корни. Шикарные. Тут еще маленький 3-й корешок растет. Ну и цветет. Ни тургор листьев не теряется. Ничего. А цветы. Как мне нравится ее цветение.
Сейчас растущих корней в горшке не так много, но они есть. Орхидея умеет не только цвести, растить детку, но и держать корни раскукленными. Бывают такие орхидеи. И эту детку я оставляю на материнском растении. Мало листьев. Вот когда она станет более взрослой, тогда я ее буду пересаживать. И меня часто спрашивают, орхидея сушит цветонос, а на цветоносе детка. Она досушила этот цветонос ровно до того места, где растет детка. Дальше цветонос не засыхает. Если бы он засох, тогда, конечно, выбора нет, детка отделяется. А здесь пока этого не происходит, поэтому детка тоже будет расти на материнском растении. И еще, смотрите, а здесь цветонос остался живым. Вот он кусочек, буквально тут 2-3 сантиметра. У орхидей всегда все бывает по-разному. Каждая орхидея – это большая индивидуальность. Вот поэтому я так люблю наблюдать за этими дорогими моему сердцу цветами. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Сёма. Ой, все уже, все закончилось, Сёма все проспал. Ну, он решил продолжить. Все, молодец. Молодец.